Я вырос в маленьком городе Люберцы под Москвой. Маленький городок прямо граничит с Москвой. И первые несколько лет я ходил в школу в своем городе, а последние 2 года ездил в математическую школу в Москве. Ну, на самом деле я не очень интересовался математикой, я скорее был склонен к истории, литературе, но родители меня направляли в сторону математики, потому что они знали, что для еврейских детей поступить в институт или в университет по специальности история и литература было практически невозможно. И единственный путь высшего образования был техническое образование. Поэтому я пошел в математическую школу и, затем поступил в институт по специальности прикладная математика, получил техническую специальность. Но гуманитарные интересы как-то взяли верх, и я заинтересовался сначала философией науки, потом историей науки, написал диссертацию, по, истории исследований по искусственному интеллекту в Соединенных Штатах. Вот пока я жил, в России, я был специалистом по американской науке. Но затем, я поступил в аспирантуру Массачусетского технологического института по специальности история, социальные исследования, науки и техники. И, приехал сюда, уже имея одну степень из России, научную степень кандидата философских наук. И затем здесь я написал другую диссертацию, уже как историк российской науки, диссертацию по истории советской кибернетики. Так как-то вот ирония судьбы сложилась, что объект моего изучения всегда находился по другую сторону Атлантики от меня. И после этого эта диссертация была издана как книжка «From Newspeak to Cyberspeak: A History of Soviet Cybernetics». И затем для историков науки вообще характерно несколько менять свою область интересов каждые несколько лет. Поэтому, когда я закончил проект по истории советской кибернетики, я занялся историей советской космической программы. И много лет провел, работая над этой темой. А вот последние несколько лет так жизнь сложилась, что я вернулся к математике. И сейчас работаю на математическом факультете в MIT. И, так сказать, живу и работаю среди математиков. И мой текущий исследовательский проект основан на устных интервью с математиками. Я взял уже более 90 интервью у математиков по теме «Социальная история советской математики». Надо сказать, что я не был особенно спортивным ребенком. Я любил читать книжки, вот, поэтому я с удовольствием читал научную фантастику и таким образом приобщался к космическим мечтам. Правда, я собирал марки на космическую тему, поэтому, наверное, какое-то влечение к космосу у меня уже тогда было. Интерес к космической программе вырос изначально из моего интереса к кибернетике и вычислительной технике, потому что я зашел в эту тему со стороны использования бортовых компьютеров в американской космической программе «Аполлон». Как известно, прилунение Аполлона было возможно благодаря использованию бортового компьютера, первого компьютера на интегральных схемах. И вот именно над историей бортового компьютера корабля «Аполлон» я и работал. И брал интервью у ветеранов американской космической программы. А затем мне стало интересно, а что же происходило в это время в Советском Союзе, где тоже, как известно, была своя лунная программа, правда, тайная. Используются ли там компьютеры? Мне стало интересно, и я стал раскапывать эту тему, работать в архивах, инструировать ветеранов советской космической программы. И постепенно эта тема стала выходить за рамки просто использования компьютеров, потому что выяснилось, что в области бортовых компьютеров для космических аппаратов Советский Союз был позади лет на 20. И в этом смысле мне стало интересно, а как же они летали без такой продвинутой техники? И стал вопрос о том, как вообще проектировались советские космические аппараты, какая доля функций передавалась
автоматике, значит, каким-то машинам, а какая доля функций оставалась на долю космонавта и отдавалась ручному управлению. Выяснилось, что это не простой технический вопрос. Это вопрос, так сказать, который был открыт для переговоров между инженерами, космонавтами, руководителями советской космической программы. То есть он в какой-то мере отражал не столько техническую эффективность, сколько политический вес этих групп, которые участвовали в переговорах. И дальше стал разматываться весь клубок, и я написал книжку по истории советской космической программы «Советские космические мифы», где вопрос о компьютерах и об автоматизации только одна частная сторона этой большой темы, в которой охватывается и взаимодействие различных групп внутри советской космической программы, как они определяли советскую космическую политику, как они взаимодействовали с более широкой публикой. Вот такая социально-культурная история советской космической программы. Ну, мы все знаем о спутнике, по крайней мере, знаем это слово, запущенный в октябре 1957 года в Советском Союзе. Спутник был как бы первым искусственным телом, запущенным вокруг Земли, и запущен он был на ракете, которая представляла собой модифицированную межконтинентальную баллистическую ракету. Собственно, космическая программа была ответвлением военной программы ядерного удара, где эти межконтинентальные баллистические ракеты были созданы для того, чтобы нести ядерный заряд и долететь от Советского Союза до Америки. Собственно, в этом была основная задача этой программы. И после того, как Сергею Королеву, главному конструктору этих ракет, удалось успешно протестировать свою ракету, семерку знаменитую Р-7, оставалось еще несколько экземпляров сделанных ракет для тестов, которые он попросил разрешения у политического руководства Советского Союза использовать для космических полетов. Это была инициатива снизу. И запуск спутника таким образом начал космическую гонку. Американцы оказались в роли догоняющих, а советские инженеры каждый раз запускали первыми, делали то, что называется космические триумфы. После первого спутника был запуск первого космонавта, затем запуск космонавта, который пролетал целый день на орбите, затем был запуск 2 космических кораблей, которые одновременно находились на орбите, затем был запуск космического корабля с 3 космонавтами, запуск космического корабля с женщиной на борту и, наконец, выход в открытый космос. Все это знаменитые советские космические триумфы, которые уложились в короткий период, с 1961 по 1965 год. И все это время Советский Союз создавал впечатление, что он лидирует в этой гонке. И действительно, эти достижения были первыми. Но в это время в Соединенных Штатах происходила работа над более амбициозной целью прилунения и доставки астронавтов на поверхность Луны и возвращения их обратно на Землю. Это была тоже политическая задача, как бы реабилитироваться за поражение с спутником и с первым космонавтом Гагариным. И были вложены огромные средства, и в то время как советские лидеры космической программы уделяли больше внимания вот этим космическим триумфам, лидеры американской программы работали над совершенствованием техники, над программой Gemini и затем над программой Аполлон, которые привели к успеху лунной космической программы в Соединенных Штатах. Но Советский Союз, узнав об этом, начал развивать и свою лунную программу. До этого Советский Союз ориентировался на полет на Марс, но сейчас, раз есть лунная гонка, они переориентировались на Луну. Но дальше там очень интересная история, как возникла конкуренция внутри советской космической программы, которая привела к расщеплению усилий
Советского Союза в этой лунной программе, когда финансировались две параллельные программы. Одна для облета Луны и возвращения на Землю, а другая для облета и прилунения, выхода космонавта на Луну и возвращения на Землю. Вроде бы это очень близкие программы, но в Советском Союзе они были разделены, развивались совершенно две разные ракеты для этого делали, разные космические аппараты, разные группы космонавтов для этого готовились. То есть Советский Союз тратил силы одновременно по двум направлениям. И в конце концов не хватило ресурсов для достаточной отработки техники, и американцы успели на Луну первыми. Казалось бы, все, это уже окончательная победа американской астронавтики, но ну, как бы дух победы быстро выветривается, надо делать что-то новое. И обе страны оказались в ситуации, когда им надо было как-то что-то показать, какие-то новые достижения после Луны. И в этот момент Советский Союз переориентировался на создание орбитальных станций. Говорил, хотя американцы посылают людей на Луну, но это никому не нужно, а вот мы запустим орбитальную станцию, там мы будем проводить научные исследования. Вот. И в то же время был запущен проект совместный «Союз Аполлон», где в 1975 году два корабля, американский и советский, состыковались на орбите. Тоже очень интересный символический акт и технологический сложный акт, когда нужно было отработать стыковку двух совершенно разных технических устройств. Еще такую стыковку, которая была бы символически эквивалентной, что не было бы одного активного корабля, а другого пассивного, как до этого делались стыковки космических кораблей. Поэтому пришлось изобрести новый стыковочный аппарат, который сохранял, так сказать, технологическое равноправие сторон. То есть политика вплеталась в технологический дизайн вот именно на таком микроуровне. После этого началась новая гонка с шаттлом. В Америке запустили шаттл, в Советском Союзе тоже начали делать шаттл. Об этом немногие знают, но Советский Союз построил свой собственный шаттл, который совершил пробный полет в совершенно автоматическом режиме, без космонавтов на борту. Стартовал, вышел на орбиту и затем вернулся и приземлился целиком автономно, без космонавтов. Это был, в общем, технологический прорыв, который после этого был совершенно забыт, поскольку эта программа была закрыта, и Советский Союз вернулся к тому, чтобы запускать уже испытанные старые корабли «Союз» на орбитальные станции. И затем новый виток сотрудничества. Мы здесь видим, меняются периоды соревнования и периоды сотрудничества. И вот новый период сотрудничества, Международная космическая станция, которая функционирует до сих пор, и в большой мере поддерживает эти две большие космические программы в двух странах, обеспечивает политическую цель для существования этого проекта. И здесь мы видим, туда летают союзы, а из Америки уже начинают летать коммерческие корабли. То есть происходит встраивание каких-то новых прорывных технологий в старую канву, но которые, может быть, и перерастут ее, поскольку развитие коммерческих технологий, возможно, превзойдет вот эту узкую функцию доставки космонавтов и астронавтов на Международную космическую станцию и найдет более широкое поле приложений. Я больше всего знаком именно с программой «Союз Аполлон», потому что это была на самом деле первая программа сотрудничества, и это было очень сложно для двух программ как бы приоткрыться и начать разговаривать со специалистами с другой стороны, потому что они привыкли относиться к своей работе как к чему-то суперсекретному, что надо скрывать, а теперь приходилось находить язык и как-то пересиливать себя и сотрудничать. И выяснилось, что это на самом деле не такое уж трудное дело, что специалисты с двух сторон очень хорошо понимают друг друга и легко находят общий язык, и им очень интересно друг с другом работать.
И стали приезжать команды специалистов из штатов Советский Союз и Союзов Штаты, и очень успешно работать. И выяснилось, что сложение этих усилий обогащает обе программы с технической стороны очень сильно. И после этого опыта сотрудничества люди, которые принимали в этом участие, стали большими энтузиастами дальнейших проектов сотрудничества. И мне кажется, что это сотрудничество имеет более широкий политический смысл, потому что чем больше Россия и Америка сотрудничают, тем больше людей с обеих сторон видят в этом пользу и становятся дальнейшим, выражают поддержку дальнейшему сотрудничеству, которое оказывается взаимовыгодным. Для истории космонавтики знание русского языка совершенно необходимо, безусловно, потому что, ну, и архивные документы на русском языке. Если вы хотите кого-то интервьюировать, то, как правило, ветераны советской космической программы не знают иностранных языков, выросли в Советском Союзе, где преподавание иностранных языков не было хорошо поставлено, и особой возможности практиковать у них тоже не было. Ам, очень важно хорошо знать язык, например, для того, чтобы работать с аудиоматериалами. Вот в архиве, космическом архиве в Москве я слушал записи переговоров космонавтов с Землей, с Центром управления полетами. И это, в общем, недоисследованная часть материалов и очень интересная, потому что там всплывают и какие-то вопросы вот, значит, отказов техники и каких-то переговоров о разрешении тех или иных действий, которые космонавты запрашивали, а Земля им давала. И вот здесь как раз выявляется вот это вот социальный аспект взаимоотношений космонавтов и инженеров на Земле. И для понимания всех тонкостей этих переговоров, в общем, хорошее знание русского языка совершенно необходимо. Вот. Ну и вообще для интервьюирования, скажем, ну, для того, чтобы люди раскрылись, вам поверили, рассказали вам что-то такое, что они, может быть, другому не расскажут, очень важно установить с ними доверительные отношения, и хорошее владение языком совершенно необходимо для этого. Это располагает человека к вам и позволяет сблизиться настолько, чтобы вот этот разговор стал интересным и касался тем, который выходит за рамки чисто формального интервью. Мне кажется, кооперация между российскими и американскими, европейскими, китайскими, индийскими космическими программами вещь совершенно в перспективе неизбежная. Даже если сейчас где-то происходит соревнование, затем будет кооперация. Исторический опыт показывает, что это всегда происходит. И в этом смысле знание русского языка окажется критичным, и вы получите большое преимущество благодаря этому знанию, потому что вы окажетесь человеком, обладающим экспертизой, необходимой для участия в этом сотрудничестве. И российская космическая программа накопила большой опыт, очень как бы интересные технологии, которые будут интересны в этом сотрудничестве, и знание русского языка позволит участвовать в такого рода совместных программах и, безусловно, пригодится любому человеку, который работает в космической отрасли. За последние несколько лет новые вещи, которые произошли, безусловно, это запуск
коммерческих космических аппаратов, пилотируемых, запуск на орбиту и суборбитальные полеты, вот уже 3 коммерческих космических аппаратов состоялись. Это знаменует некоторый такой переход космонавтики от сугубо государственного дела, финансируемого правительствами стран, к широкому коммерческому использованию, которое, как правило, гораздо более эффективно и плодит больше инноваций, и гораздо быстрее и интереснее развивается. Очень часто правительство сначала вкладывает средства на развитие какой-то технологии, а затем ее подхватывает бизнес и уже развивает и делает повседневные. Скажем, компьютеры тоже. Первые компьютеры возникли, финансировались правительством для там каких-то военных расчетов, а как только бизнес стал использовать компьютеры, сразу спектр их применения расширился, и сейчас мы имеем эти компьютеры там не только у себя на столе, но и у себя на руке. Вот. И космическая технология тоже развивается от чисто пропагандистских и военных приложений к коммуникациям, к приложениям для значит, каких-то глобального обмена сигналами для интернета и вот для теперь космического туризма. И кто знает еще, какие приложения придумает бизнес, которые окажутся нужны нам всем. Поэтому, мне кажется, с точки зрения вот расширения возможностей пилотируемой космонавтики, новые коммерческие космические корабли играют здесь ключевую роль. Но мне так кажется очень важным развитие автоматических станций, и в особенности вот этих роверов, которые сейчас исследуют поверхность Марса. Потому что вот сейчас уже в этом году 2 новых ровера, китайский и 2 американский, высадились на поверхность Марса, и они создают совершенно иное впечатление о космосе у нас, транслируя эти картинки с хорошим разрешением, через которые мы теперь воспринимаем космос уже не как что-то чужое, а как что-то, что вписывается в нашу картину мира. И, безусловно, автоматические аппараты обладают гораздо большими возможностями и позволяют проводить более широкий спектр научных наблюдений, чем человек в космосе, который ограничен своими возможностями, и большая часть вообще оборудования пилотируемых космических кораблей расходуется на поддержание жизни человека. Очень немного ресурсов реально остается на научные исследования. Поэтому с точки зрения научных исследований и расширения наших знаний о космосе вообще, вот использование автоматических космических аппаратов, мне кажется, это вот магистральный путь развития. Да, проект называется «Вызов». Ну, мне кажется, что это очень интересный поворот в отношениях между космонавтикой и массовой культурой, так сказать. Если раньше, ну, как бы массовая культура следовала за космонавтикой, то есть какие-то образы, символы космонавтики циркулировали в массовой культуре, то есть космонавтика как бы развивалась для своих собственных целей, значит, массовая культура как-то воспринимала это, перерабатывала, распространяла, переосмысляла, то сейчас массовая культура, ну, в каком-то смысле начинает использовать космонавтику для достижения своих собственных целей. Вот. Когда они способны купить, так сказать, полет на космическую станцию, и уже космическая станция используется как ну, павильон для съемок фильма. И в этом смысле уже как бы космонавтика становится такой обслуживающей немножко отраслью для отрасли масс-медиа, массовой культуры. Вот. И мне кажется, что это изменяет взаимоотношения этих двух как бы, так сказать, социокультурных явлений. И вообще показывает некоторую
все более увеличивающуюся роль масс-медиа в нашей жизни, когда они подчиняют себе даже такие мощные технологические проекты, как космический. В сфере космонавтики я бы назвал словом года марсоход. Вот, мне кажется, что вот именно эти новые автоматические аппараты, бороздящие просторы Марса и приносящие Марс к нам, так сказать, и позволяющие нам как бы присутствовать там, это некоторое, ну, новое понятие, которое входит в нашу жизнь. Если раньше был луноход, который был, ну, в общем, некоторым таким ну, пропагандистским проектом советского правительства, отвлекающим внимание от проигрыша лунной гонки, то марсоход – это уже некоторый такой триумф всего человечества, когда и американские, и китайские машины теперь бороздят просторы Марса. Для нас марсоход – это то слово, которое, мне кажется, уже становится, так сказать, повседневным. Книги. Это трудный вопрос. Наверное, две книги: «Мастер и Маргарита» Булгакова и «Дар» Набокова. Наверное, это физик Ландау, который был не только гениальным физиком, но и большим острословом. Ему принадлежит вот это высказывание, что науки делятся на естественные, неестественные, гуманитарные и противоестественные. Это вот типа марксизма-ленинизма. Старайтесь придумать что-то новое, учитесь и не бойтесь ошибаться. На Марс.